Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажимайте кнопку «Поделиться», нажимайте кнопку «Колокольчик». В наших видео есть много интересной и полезной информации. Те, кто подписчики, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Сегодняшнее видео озвучиваю тему, как можно оценить, насколько вас устраивает положение дел. Это видео войдет в плейлист «Май», и мы в мае будем уделять нашим запланированным делам и тем делам, которые мы уже завершили, пристальное внимание с точки зрения анализа, почему мы дошли до такого состояния. И в этом видео мы постараемся раскрыть, какими инструментариями можно воспользоваться для того, чтобы понять, насколько положение дел печально, там ничего невозможно исправить, или та ситуация, в которой вы оказались, она полностью исправима, и мы расскажем, как из ситуации, в которой вы попали, можно плавно перейти к своим запланированным делам и достигать своей цели, не затрачивая значительное количество своей физической энергии и сил. Итак, устраивайтесь поудобнее. Тем, кто о колесе жизненного баланса Long Swim слышит первый раз, я вкратце напомню, что колесо жизненного баланса представляет собой круг, который разделен на 8 частей. В каждой части этого круга мы называем это сфера жизни, кто-то геометрически называет это сектор. Отражена часть нашей жизни, и эти 8 секторов или сфер жизни позволяют нам визуально видеть все разнообразие нашей жизни. И колесо баланса – это тот инструмент, который помогает нам оценить, насколько вас устраивает положение дел в каждой сфере и насколько в целом вы соблюдаете баланс в жизни. Потому что дисбаланс в одной сфере можно компенсировать какими-то состояниями, к которым вы можете перейти в этой сфере, либо, зная, какие взаимосвязи есть между сферами жизни, умело ими пользоваться и плавно переходить от состояния 0,4 в состояние 4,8, где ваши успехи будут ближе к запланированным, и идеально, если вы в состоянии 8-10, напишите свою историю успеха, как вы пришли к своей истории успеха, как вам помогло колесо жизненного баланса, или наоборот, вы нам расскажете что-то об инструментариях, которые мы раньше не знали, и они будут полезны большому количеству наших читателей, подписчиков и слушателей. Итак, мы рассмотрим ситуацию через призму наших сфер. Основная сфера, где рождается неудовольствие и рождается большое количество противоречивых эмоций, это сфера семья и отношения. Мы в методике колеса жизненного баланса рекомендуем к урегулированию вопросов в этой сфере приходить после длительной практики колеса жизненного баланса примерно через 6 месяцев. За 6 месяцев вы можете через колесо жизненного баланса изучить свои потребности, ваши пожелания, чего бы вы хотели добиться в каждой сфере. Попрактиковав в сфере яркой жизни, вы научитесь балансировать между состоянием отдыхать и работать. Свои жизненные принципы вы можете выписать в отдельный список и озвучить своему ближайшему окружению. Это проработка сферы духовный рост и творчество. В сфере карьеры и бизнес вы можете поставить для себя легко выполнимые на год планы, чего бы вы хотели добиться в своей карьерной реализации, как вы будете углублять свою экспертизу как профессионал своего дела, и вы через сферу карьеры и бизнес можете взаимодействовать со сферой друзья и окружения, увеличивая количество единомышленников, которые разделяют ваши жизненные принципы, и выстраивая доброжелательные отношения с родственниками и друзьями, которые раньше использовали больше вас в роли спасателя, и вы с этими людьми, когда проработаете свою сферу жизни, можете смело планировать совместные планы. При этом в этих совместных планах четко понимать, какие цели вы можете реализовать с помощью ваших друзей и окружения,
а какие цели будут настолько для вас важны, что вы будете как бы выбирать через приоритеты, кого из друзей приглашать в совместную реализацию этих целей. В этом и заключается миссия колеса жизненного баланса, чтобы вы через гармоничные отношения пришли к своему личному долголетию, к профессиональному долголетию, жили долго и счастливо, и при этом восторгались этой жизнью во всем ее многообразии. Итак, мы рассмотрели, в какой сфере рождается самое большое количество противоречий. Это касается эмоциональной сферы. Сфера семьи и отношения, она связана с тем, что мы со своим близким человеком, любимой женщиной, любимым мужчиной должны строить долгосрочные планы. И в этой сфере, как никогда, основной упор должен ставиться на долгосрочные планы. Краткосрочные планы – это там, где мы можем уступить приоритет жизненным планам своего любимого человека. Это очень важно, потому что любимый человек от вас должен почувствовать поддержку, как эмоциональную, так и физическую, и экспертную поддержку. Почему? Потому что вы, изучая колесо жизненного баланса своего любимого человека, заметите, что раньше вы очень много дел обсуждали, но очень мало совместно делали. Когда вы будете находиться в состоянии 4-8 в сфере семья и отношения, вы поймете, что область краткосрочных достижений, которые вы планируете, вам проще там уступать. При этом долгосрочные планы остаются в поле вашего зрения, а рутина, если вы хотите помогать своему близкому человеку чувствовать себя на равных, то вы можете разделить семейные обязанности и домашние в такой последовательности, чтобы были периоды, когда вы отдыхаете, и вас никто не беспокоит, то есть вы в режиме мобилизации, и вы даете такую же возможность своему любимому человеку побыть в режиме восстановления энергии. Вы помогаете не потому, что это вам тяжело делать, а помогаете потому, что вы оказываете помощь своему любимому человеку. Следующая сфера, в которой большое количество эмоций, это сфера друзья и окружение. И здесь у нас рождается большое количество противоречий, потому что если вы находитесь в состоянии 0,4, друзья и окружение вам рассказывают про свои жизненные принципы, считают их супер и идеальными, и вы, пройдя с ними определенный жизненный путь, уже для себя можете решить, что эти жизненные принципы, они имеют место быть, но в этих жизненных принципах других людей вы выполняете роль спасателя, стараетесь за них сделать много дел, которые эти люди могут сделать вполне самостоятельно, и, используя колесо жизненного баланса, вы можете перейти к совместным делам, при которых вы дозированно, ограниченное количество времени помогаете этим людям. Их не нужно так резко бросать, все зависит от ситуации. Постарайтесь их вовлечь и развить их сферу личностный рост, чтобы они получили дополнительные знания, чтобы они могли финансировать свое личное обучение, потому что человек, который вкладывает в свое личное обучение, он продвигается как в профессиональной сфере, так и растет в своем кругозоре, понимает, что затрата на личностный рост связана с тем, что он экономит время, потому что другие эксперты уже подготовили какое-то свое видение, как можно развить те качества, которые вам необходимы, используя свой опыт. Если вы с этим опытом не согласны, пожалуйста, попробуйте себя в сфере личностного роста, состояние 8-10, то есть наставничество. И когда вы поймете, что наставничество это позволяет вам структурировать ваши теоретические знания, это будет для вас стимулом. То есть в колесе жизненного баланса нет такого понимания, этим занимайся, этим занимайся. Мы предлагаем вам попробовать как получение знаний, как и передачу знаний. И таким образом вы ищете у себя узкие места, эти узкие места стараетесь подтянуть и становитесь более зрелым человеком, то есть вы ближе к состоянию 4-8. В состоянии 4-8 вы больше действуете, чем критикуете. Критика чаще всего идет от людей состояния 0,4, они эмоционально не согласны с этим. Люди в состоянии 4-8, они вместе с обоснованной критикой предлагают варианты
решение, либо предлагают совместно поработать над этой проблемой, чтобы совместно выработанное решение помогло развитию профессиональной отрасли, либо это просто вы какую-то жизненную ситуацию постарались решить без лишних эмоций, с пользой для себя и для окружающих. Зачем нужно оценивать состояние, устраивает ваше сегодняшнее положение дел или не устраивает? Можно это все пустить на самотек, если вы понимаете, что у вас в этом месяце есть другие жизненные приоритеты. Можете найти время для того, чтобы эту ситуацию разобрать. Мы вам рекомендуем в сфере яркой жизни обязательно один день в месяц выделить для анализа, что хорошего произошло в вашем месяце, какие состояния, дела, ситуации вас не устраивают, попытаться зафиксировать их и потом при наличии свободного времени разобрать их. Это дает вам возможность не входить в стадию эмоционального выгорания, то есть вы эту ситуацию сформулировали, вы понимаете, что вас эмоционально не устраивает, какие эмоции вы пережили, что вас расстроило, что вас огорчило, какие ожидания ваши не сбылись. И дальше попытаетесь описать ситуацию рациональную. Хотели результат с цифрами 8-10, получили результат с цифрами 7. Насколько это большая трагедия или, может, стоит согласиться с таким результатом. Если это ситуация повторяющаяся или проект повторяющийся, то можете постараться в следующий раз улучшить эти показатели. Что касается возраста, будет ли с возрастом у вас состояние, когда вас будет все устраивать, это от возраста, к счастью, не зависит. Это зависит от вашей эмоциональной зрелости, насколько вы критично можете взглянуть на вашу ситуацию. Если у кого есть другое мнение, пожалуйста, в комментариях напишите, как вы считаете, зависит ли состояние удовлетворенности от возраста, от профессиональной зрелости. Перечислите другие факторы, которые влияют на то, что я озвучил. Переходим плавно к сфере деньги. В сфере деньги у нас миссия сохранить и приумножить. И почему в сфере деньги нам нужно пытаться зафиксировать те инсайты, которые у нас возникли при разборе ситуации, которая нас не устраивает. Зачем мы ведем дневник и планер? Дневник и планер позволяют нам зафиксировать наши эмоциональные состояния и зафиксировать наши инсайты. Первое время, когда вы будете вести дневник, первый год, он будет больше связан с переживаниями. То есть, что меня не устроило, где я расстроился, где я воодушевился. На второй год вы заметите, что у вас дневник больше изобилует, или, скажем так, вы в дневнике больше фиксируете ваши инсайты, то есть те озарения, которые дают толчок к действиям, и вы вот это вот озарение, воодушевление используете для того, чтобы решить поставленные задачи, или вы решаете нерешенную проблему в течение очень короткого времени. Поэтому в ваших делах вы плавно переходите из состояния 0,4 в 4,8, потом вы становитесь человеком стабильного состояния 8-10, точно так же и в дневнике. Вы переходите от состояния эмоционального переживания, от пассивного планирования к ярким инсайтам, к более тщательному планированию. То есть более тщательное планирование – это признаки состояния 8-10, когда для реализации ваших планов уже подходит ваше окружение, вам не нужно активное личное влияние, ваша задача воодушевлять людей, ставить более амбициозные цели, потому что люди в состоянии 0,4, они, как правило, не любят ставить амбициозных целей, потому что разочарований в их жизни более чем достаточно. Люди в состоянии 4-8 понимают, что задача на год у них 50-40 целей, которые нужно реализовывать, поскольку они задействуют свой ресурс, а этот ресурс, как правило, очень ограничен, поэтому нет больших эмоциональных переживаний. Мы в своих видео не даем четких инструкций. Четкие инструкции будут в отдельном курсе по колесу жизненного баланса. Он будет состоять из двух частей. Первая часть для начинающих пользователей и вторая часть для продвинутых пользователей.
Кому будет интересен курс? Курс будет интересен для людей, которые практикуют в сфере эмоционального здоровья. Это психологи, врачи, психотерапевты, мотивационные тренера по организационному развитию. Некоторые инструменты могут быть применимы сразу после прохождения этого курса. Некоторая информация будет источником для вдохновения. Мы считаем, что пройдя курс по колесу жизненного баланса, вы получите в свое распоряжение некоторую таблицу Менделеева, где вы можете понять, как взаимодействуют между собой те инструменты, которые вы уже давно освоили. Посмотрите на возможности новых инструментов, которые предлагает колесо жизненного баланса. Взгляните на этот мир, исходя из состояния 8-10, то есть понимание, какие цели несут больший эффект, какие цели имеют меньший приоритет. То есть вы научитесь критически мыслить, классно анализировать и уметь вдохновлять окружающих. Подводим итоги сегодняшнего видео. Как можно оценить, насколько вас не устраивает положение дел. Это видео является мотивационным, по нему будет продолжение. Наша задача показать вам, что колесо жизненного баланса – это инструмент, который помогает оценить, насколько вас устраивает положение дел, показывает вам перечень инструментов, которыми вы можете воспользоваться. Мы не говорим, что у нас все в колесе жизненного баланса LongSwim идеально с точки зрения инструментария. Пожалуйста, предлагайте свои эффективные инструментарии, которые помогли вам в жизни. Предлагайте источники информации, книги, фильмы, какие-то курсы, которые вы прошли. Дайте знать, мы эту ситуацию обязательно изучим. Если нам будет эта информация достаточно, чтобы выпустить видео, мы выпустим видео. Наша задача, чтобы на просторах интернета у вас была альтернатива. Выбирать те инструментарии, которые помогают вам в реализации жизненных ценностей, давать вам некоторую мотивацию того, что из любой ситуации можно найти достойный выход. И миссия колеса жизненного баланса LongSwim – стремление к профессиональному и личному долголетию. Всем желаю личного и профессионального долголетия. Ставьте амбициозные планы, у вас все получится. Мы вам в этом будем активно помогать. Те, кто еще не успел подписаться на наше видео, на наш YouTube-канал, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте кнопку «Поделиться», нажимайте кнопку «Колокольчик». Нам эти ваши действия помогают продвигать наши видео. Всем желаю хорошего настроения, прекрасного дня. У вас все получится. Я в вас верю.